Колычев Валерий Максимович, банкир. Если бы пристегнулся, остался бы жив. Вот так. Видеорегистратора в салоне нет. А регистратор был, я видел. Стоп, стоп. Вот он, регистратор. В случае аварии последний файл на флешке регистратора данного вида блокируется. Что мешает нам переместить предыдущие файлы реальной жизни Колычева на эту флешку? Реальная жизнь Колычева будет закончена фальшивой аварией. Тебя на парковке никто не видел? Да нет, вроде. Если Шевцов и Запарин здесь, кто в машине? Он дышит. Давайте делайте что-нибудь, сейчас же менты будут вот-вот. Славик, иди расставь машины. Я сама здесь закончу. Знакомый голос. Прости меня, милый. Душит, что ли? Лариса. 2 наряда, адреса в списке. Первый адрес банк, второй гараж. Мы подъедем чуть позже. Так по этим адресам уже выехали. Опергруппа, эксперты, коллеги ваши из прокуратуры. Шевцова убили в машине, а второй, Запарин, повесился в гараже ночью. Если бы мы вчера отпустили Ларису, сегодня, вероятно, она была бы уже мертва. Ну и где ты? Я сказал быть в 12. Ладно, иди через пустырь. Ты нож взял? Ну все, я у гаражей. Ага. Граждане полицию не видали? Не видали, видимо. Доброе утро. Извините, пробки. Что ты? Тут жмур, если ты не заметил. Дворники нашли. А что здесь дворники делали? Боярышник собирали. Шиповник. Ну как что? Вот стройка. Гастарбайтеры регулярно устраивают здесь пикники. Там завод электробытовых приборов. Трезвенников мало. Остановка опять же. Здесь большое количество стеклотары. Ну что там у нас, Борь? Но, судя по цианотичному цвету кожного покрова и состоянию слизистой, имеет место отравление суррогатным алкоголем. На коленях и локтях отчетливые повреждения, скорее всего, агонального характера. Судя по специфическим татуировкам, товарищ сидел, причем неоднократно. Значит, проблем с установлением личности не будет. Ладно, пойду пообщаюсь с гостями столицы. А время смерти? 12:01 ночи. Не боись, давай сниму. Алексей Леонидович, это только в книжках да фильмах. Есть точное время смерти. В жизни все иначе. Где-то на этой неделе. Участковый сюда и актируйте тело. Борис Карлович, а по делу Запарина и Шевцова какие-то зацепки появились? Да нет. Никаких зацепок нет. Классная у тебя машина. А вы прокатитесь. Спасибо. Вам какая задача была поставлена, полковник? Создать положительный образ, наладить контакт с прессой.
А в результате что? Не знаем, кто убил подозреваемых. Шевцова и Запарина. Ну что, мне им вообще никакой работы не давать? Дела надо подбирать, Миша. А то мы вон банальное ДТП расследовать не можем. А если этот Говорков про висяки наши начнет писать, тогда что? Ну не могу же я их работу на других сотрудников перекладывать. На меня и так косятся. Так, дело Шевцова и Запарина передашь другой группе. Александр Васильевич. С прокуратурой все согласовано. Вопросы есть? Вот участковый. Поехали. Тело сактировали. Где карета? Карета выехала к вам, скоро будет. Основной расход. Сколько, литров 10? Да нет, 5. 5 на 100. Инжекторный. Борис Карлович, а после такого напитка как быстро смерть наступает? Зависит от патогенеза. Куда? Индивидуальной переносимости. В данном случае, судя по прижизненным повреждениям, через несколько минут. То есть там, где выпил, там и рухнул. Что, поехали уже? Ну, в общих чертах. Странно, а где бутылка? Какая бутылка? Ну не из термоса же он пил свою отраву. Скоро сами за них бандитов ловить будем. Ты еще поговори. Работай давай. А работать? Работай. Начальник, я надеюсь, это вы сами будете мыть? Да. Я думаю, вы это сами все помоете. Бутылки не забудьте. Шерлок Холмс, ты велосипед свой будешь забирать или нет? Совсем оборзел. Ну, что ты приперлась? Напомнить тебе про торт и цветы. Напомнила? Угу. Хорошо. Давай домой. Телефон заряди. Че приезжал-то? На тебя посмотреть. Знаете, я вот не хочу эти бутылки нести один. Давай, ставь. Спасибо. Давай, догоняй. Че приезжал-то? Может, познакомимся? Может, и познакомимся. Никак, я не знаю, там какой-то был. Алексей Леонидович, ко мне в кабинет на разговор. Ага, сейчас коня привяжу. Здесь привяжите. Денис! Ты тоже. Прости, Володь, начальство, сам понимаешь. Вы совсем обалдели, что ли? Чего ты ржешь? Смешно тебе? Значит, вызовешь экспертов, пусть пробьют вот эти пальцы и те, которые на бутылке, понял? Да подожди. Да на какой бутылке? А вот на какой-то. Проходите. У меня для вас хорошие новости. Да ладно. Да. Дело Шевцова и Запарина передают другой группе. Так что можете заниматься текущими делами. Зашибись. Материалы уже передал дежурному следователю. Начальство в курсе? Естественно. Ясно. Ну, им неизвестно. Денис, притормози. А чё? А чё тормозить-то, а?
Че тормозить? Я еще не разогнался толком. Нам теперь что, из-за него совсем работать не дадут, да? Капитан! Че капитан? Че капитан? Нам так теперь бомжей обнюхивать и надо, да? Пока он отсюда не уйдет. Че ты вылупился на меня? Че ты вылупился, звезда интернета? Думал, осчастливил меня, да? Звягин в таком ракурсе, Звягин в таком ракурсе. Полицейский дом номер 2. Че ты смотришь на меня? Я таких, как ты, на завтрак ем! Звягин! Да. Хорошая у меня команда. Умеете, ребята, вы дела решать. На мне, между прочим, до сих пор 5 особо тяжких висит. И 2,5 года я гонялась за этими бутовскими, чтобы их папашу хреново закрыть. И теперь его сынки рыщут, кому на лапу дать. А я тут с вами! Я уже не говорю про то, что я 5 лет живу с репутацией продажного прокурора. А вы мне сопли подтираете! Еще налить. Чувствую себя аппендицитом. Вроде из органов. А никому не нужен. Вы что, из-за велика, что ли? Пойдем. Ордена зарабатывать. Ваше Величество. Берите это отсюда. Куда я его уберу? Я говорю... Да. Нет, Боренька, все нормально. Угу. Хорошо. Сейчас приду. Принцип «разделяй и властвуй» все-таки гениально хорош на все времена. Полицейское руководство принимает верные решения и сразу получает результат. Все друг друга ненавидят. Следователь Яшина капитана Звягина, капитан Звягин меня, свое начальство и весь остальной мир. Дело спускается на тормозах, работа стоит, члены следственной группы выясняют друг с другом отношения, а виноват во всем кто? Конечно, я. И ведь они никак не хотят понять, что в нашей работе мелких дел не бывает. Ведь не бывает? Это вы меня спрашиваете? Правильно, не бывает. Вы садитесь, садитесь. Вот. А Покатухин, он опытный следователь. Он у нас на хорошем счету начальства. Мы им гордимся. Прекрасно. Как вот этим вот? Дайте я вам откровенно скажу. Вы знаете, присутствие постороннего – это всегда такой стресс для сотрудников. Все на нервах, понимаете? О нервах, кстати. Может, вам фотоаппарат нужен новый? Можем посмотреть в конфискате. У нас, знаете, так сказать, ну, в порядке доброй воли. Спасибо, я подумаю. Личный вопрос можно? Конечно. Вот вы у нас уже на службе почти неделю. А вот что-то в вашем блоге о нас ни слуху, ни духу. А вы мне предлагаете освещать дела до завершения расследования?
упаси Бог. Что вы, что вы. Но вы могли бы написать о наших суровых буднях, как вот сегодняшний случай, например. Вы же видите, для нас все важны, что бомж, что министр. Господи, ну напишите вы о нас, а? У меня начальство все уже плешь перегрызло от макушки до... Ну что-нибудь напишите. Что-нибудь напишу. Спасибо. Только про это не пишите. Про это не буду. Может. Да нет, спасибо, пойду. Всего доброго. До свидания. Заживать есть что-нибудь? Лови. Есть подвижка по Полозовой. По кому? Женщину убили на Бешметьевской. А, ты про этот висяк железобетонный. Кто дело ведет? Покатуха, кто же еще? Ему по весне на пенсию, вот ему все и сливают. Записи видел? Какие записи? Борь, хорош тупить. Весь район в камерах. Банкомат на перекрестке, магазины. А, ты про эти камеры? А по какие? Я думал про те, в которые ты все время залетаешь, Денис. Да иди ты! Да ладно, ладно. Конечно, смотрели. Ты думаешь, один такой умный, что ли? И что? Весь район на записях. Что? Ну что? Я дал приметы. Под эти приметы полгорода подогнать можно. Барабана сдай мне. 5,25. Может быть, он нам на водку даст. Хочешь, я тебе на водку дам? Он же тебе не про женщину настучал, А про кого? про художника. Ладно, Денис. Не хочешь, не сдавай. Сколько ты этим художником занимаешься? 3 года? А существует он вообще, этот твой? Художник. С отравившимся красавцем все очень непросто. Что ты имеешь в виду? Если вкратце, он умер не от метанола. Тут написано метанол, почечная недостаточность. Вот именно. Содержание алкоголя в крови погибшего чуть меньше 5 промилле, но желудок практически чист. Это значит, что погибший принял суррогат, спровоцировавший острую почечную недостаточность, незадолго перед смертью. Но перед этим, еще днем, он как следует заправился водкой, содержащей этиловый спирт. Насколько я понимаю, этиловый спирт должен был нейтрализовать метанол, не так ли? В том-то и дело. А чего же он тогда умер? Есть вещество, дающее схожую клиническую картину. Дихлоретон. Сильнейший яд. Так что, Мариночка, вопрос не в том, почему он умер. А вопрос в том, кто его убил. Лёха, ты куда? Туда. Ты что, домой что ли собрался? Это середина рабочего дня. Вся страна работает. Комбайнеры пашут. Ты чего? Смотри, вон, новости про бомжа нашего. Суглинский Федор Сергеевич, оказывается. Видишь, 58-го года. Саратов, дважды судим. За убийство и разбойное нападение. 12 тысяч. Какая статья может получиться интересная? Ну ладно. Лех, погоди. Иди сюда. Леха.
Ну, чё ты? Ты же умный парень. Давай я скажу. На самом деле, Лех, ты нам очень помог. Ты хороший парень, и вообще спасибо тебе. Серьезно. Короче, Говорков. Фотик куплю. Сколько стоит? Недорого, думаю, 3 твоих зарплат. Нормально? Потянешь? Может, больше. Ну, в общем, да. Понял. Но ты на мне много не заработаешь. В общем, пиши. Пиши. Ну, а художники напиши, может, поможет. О каком именно художнике тебе бы хотелось, чтобы я писал? О таком художнике, которого чуть не поймал, когда тебя нарезал. Преступник, убийца серийный. Прям с крючка слетел в ту ночь. А почему художник? Ну, почему художник? Почему художник? Работает красиво. О, как Брюс Ли. У нас предумышленное. На выезд. Бомжи редко живут поодиночке. Для них прибиться к стае – это просто вопрос выживания. Я вот там видел сегодня 2. А чё ж сразу не сказал? Слышь, а кто это приезжал к тебе сегодня? Да подожди ты, ну. Ну, твоя баба или не твоя? Баб-то моя. Дай чайку глотнуть. Холодно. Я сейчас! Я всегда догадывался, что лаборатория по производству секретных ядов вот так и выглядит. Ну что, Суглинский дважды сидел, полжизни провел за решеткой. Наверняка среди своих был вожаком. Или свою траву он выпил вечером. Кто-то наверняка из бомжей видел, где он раздобыл бутылку. Значит так, ребят, сейчас расползаемся, тихо сидим и ждем их, хорошо? Граждане, вот же они. Вот этих я видел, вот конкретно вот этих 2. Лови! Стой! Держите его, Паш! Это какой-то спринтер переодетый. Эй, стой! Хватай его! Осторожно! Вы в порядке? Да где же Звягин, черт побери? Алексей Леонидович! Ну что там? Чё, тоже упустили? Здесь человек 30 надо, чтобы всех поймать. Они как тараканы, все щели. Ой. Давай, давай!
красотулю-то привел, а? Давай, Лёх, помыть, щупальца свои. покормить, чем не невеста для тебя, Лех, а? Вот. Лейкоз. Откуда слова такие знаем, а? Серега принес энциклопедию. Серега, что, хахаль твой? Да, откуда ты А, я все знаю, я До про тебя середины все. дошли. А вторую что, съели? Ага, на обогревку. На обогрев, так может погреемся, а? Давай погреемся! А помада есть? Есть помада? Эу. Эу! Невеста твоя, парень! Серега-то... Серега, он мухи не обидит. Такой. А что подорвался? А что с вами? Че меня снимаешь-то? С газеты, что ли? Не, в газету не берут. Не берут тебя в газету. Кто вас любит-то? Кто вас любит? На. Глотни. Попей. Спасибо. Водку кто принес? Водку чужой. Он один приносил, а остальные все в одну глотку все выжрать хотят. Чужой, говоришь? А имя-то есть у него, фамилия? Нафига мне его фамилия? Чего ты снимаешь все время? Красивая. А, красиво. Где найти его, а? А он один бегает. Ночь приходит, но не каждый день. Понятно. Ну, а выглядит-то как? Высокий, низкий, молодой, худой, старый. Здоровый такой. Воняет от него еще. Что, чем-то специфическим? Дрянью какой-то и... А, во, экзема у него, во. Он еще и перчатки не снимает. Надо пробить его по КВД. Ну а что, он и сидел их? Не, он культурный, с характером. На глину всегда смотрел, а наши боятся глину. Он уже в лагерях сидел. А глина — это, значит, Суглинский, так? Ясно. А откуда он взялся, чужой ваш? Сам пришел или его привел кто-то? Погрейся, да. С год назад пришел, принес выпить, там, пожрать. 3000 дал. Ну, поселиться хотел. Ну, что, человек, живи, человек-то человек. Значит, это чужой, он хороший, да? Хороший, он пальто мне, ну, когда холодно, и жрать охота там, хороший. А глину он отравил? Ну, он же не нарочно. Он принес бутылку, а этот все выжрал, глотку, все. Значит, как выпил, сразу того. Натурально. Угу. Ну, а что чужой? Говорит, отнесите труп туда на пустынь. Ну, мы понесли, легли спать, а утром чужой ушел. Понятно. Ну, а бутылочка-то где? 5000 дашь? Что? Ты снимаешься вся. Я красивая? Очень. Дашь 5000? А я еще целоваться умею. Тогда покажу, где бутылочка. Че, это что ли? Меня снимай! Володь, проверь по сводкам подобное отравление. Денис, даму нашу в технический составьте фоторобот чужого. Кость, что там за последние сутки? Володь, поехал я, у отца юбилей, опаздываю. Юбилей? Сколько лет? 60. Ну давай, счастливо. Чего, отца юбилей? Давай подвезу. Да нет, я на велике. Да ладно, тебе с мигалкой. Поехали, юбилей же. Папонин, не упусти свой шанс. Поехали. Ну что? Я писать хочу. Где туалет есть? Мариночка, это уже не я, это тень отца Гамлета. Я уже принял полтинник, поужинаю и сплю. Мне нужны пальчики от этой бутылки. Сейчас. Солнце, мне уже не 20 лет. Я ведь и надорваться могу. Пожалуйста. Заездишь ты меня. Спасибо. Спасибо. Ладно,
Спасибо. Да никто не сомневался, что ты не купишь цветов папе. Никто не сомневался, что вы купите. Привет. Привет. Здорово. Чем тебя воняет? Да, тот же вопрос. Родиной. Бомжами! Здрасте. Добрый вечер. Здрасте. Что делать завтра вечером? Пойдем. Как тебя зовут-то? Шустрый. А где наша барышня? Отдыхает. Я ее отправил. Пусть немножко подумает над своим поведением. Натворила чего? Представляешь, она специально составляла фоторобот этого… Кто он? Артист, не артист, спортсмен, здоровый такой, лысый. Он был еще на тусовке этой, где Звягин наш с Лехой сцепился. Слушай, лицо какое-то знакомое. Я его видела по телевизору. Говорит, он любовь всей ее жизни. Фоторобот чужого она составила? Нет, не составила. Говорит, ляпни грязью на бумагу, вот тебе его фоторобот. Прекрасно. Хорошо, что у нас с отравлениями. Ничего, я проверил за ночь, водкой никто не травился. Я что думаю? Может, этот чужой знает, что в бутылке яд. Взял и вылил половину, чтобы у Суглинского подозрения не возникло. А если не вылил? Значит, может быть второй труп. В бутылке отпечатки пальцев 3 человек. 2 нам известны. Это покойный Суглинский и ваша Чумазая фотомодель. А вот отпечатки 3-го в центральной картотеке отсутствуют. Ребята проверили. Так. Значит, чужой в поле нашего зрения не попадал. Мариночка, ехали бы вы домой спать. Борь, спасибо большое. Все. Сменили квартиру. Ищи их теперь. Может, еще объявится? Кто это, чужой-то? Может, и объявится. Ну что, будем обходить район дозором? Надо пройтись. Ох, нормальные люди давно телевизор смотрят. Мы все тут шатаемся, как зомби. Вообще, конечно, очень странный персонаж. Поступки странные. Например, отдал пальто замерзшей бомжихе. Существует обособленно, приносит деньги, еду, выпивку, вещи. Но при этом в группе не живет. Ничего странного. Это полицейский под прикрытием. Таня, может, тебе поменьше телек смотреть? Да нет, почему? Ну, эта версия имеет право на существование. Танечка, я только не понял, а вот зачем полицейскому внедряться к бомжам? Ну, смотрите, у меня в одном сериале… Что? Смотрите, там бомжи торговали наркотиками. К бомжам совсем практически нет внимания. Они могут торговать где угодно. Логично. Логично. Нет, а что я не так сказала? Что вы здесь делаете? Не спится без вас, Марина Викторовна. Да термоса я тут свой вчера забыл. А походу запах какой-то почуял.
Короче, полюбуйтесь. Да. Да, Алексей Леонидович, я слушаю вас. Что? Под каким прикрытием? Какие наркотики? Поменьше читайте бульварную прессу, все. Ну и что сказала твоя Марина Викторовна. Викторовна? Марина Викторовна сказала, что это потрясающая зацепка, и она обязательно все проверит. Молодежь, мне кажется, вы упускаете одну очень важную деталь. Ты говорил, что бомжиха сказала, что от чужого воняло. Правильно, но я подозреваю, что от бомжихи навряд ли пахло Шанелью. Вот именно! Ну, бомжи, они же ведь привычны к запаху немытого тела, грязной одежды, ну, короче, к вони. Ну, так почему же она сказала, что от чужого воняло? Ну что, нашел? Нашел? Да, прикинь, еще горячий. Спасибо родной прокуратуре за полноценный отдых. Ну ладно тебе. Сегодня дежурит Катухин, пришлось звонить своим. Причина уважительная, только эксперты не боевые кони и стоя спать не умеют. Ну ладно, я же попросила прощения. Ну прости. Ну ладно, проехали. В общем, смерть наступила примерно сутки назад. Сутки, говоришь? Интересно. И что же вы за запах учуяли, а? Что у нас? Отравление? Да нет, на шее отчетливый странгуляционный след от шнура, подъязычный хрящ сломан. Удушение. Марина Викторовна, вы сегодня душились? Не, это я так просто. Плюс колото-резаная рана в области сердца. И, судя по обилию крови, прижизненная. Ну ты меня поцелуй его еще, а? Чего ты так волнуешься-то? На одежде и обуви отчетливые следы волочения. Потерпевшего упили в другом месте, а потом притащили сюда. Не, я серьезно говорю, духами воняет. Слушайте, ну это уже перебор. Нож, удавка, еще и духи. Карлыч, походу, это не грязь, что-то жирное. Так, друзья, вот. Это нашли там, за гаражами. Похоже, удавка. Так, кстати, надо туда подойти, Карлыч, там пятна крови на траве. Вот еще что. О! А говорят, народ плохо живет. Может быть, это украденное или вообще потерянное. Последний набранный номер 105. 105. Статья УК РФ «Умышленное убийство». Ну да, или короткий номер. Так, все. Хватит дурака валять, отдай технарям, пускай восстановят список звонков. Я не дурака валяю. Я работаю. Слушайте, парни, это грим. Ну, это же очевидно. Ну, я же читал вам в детстве Конан Дойля. Ну, почему? Вы что, правда не понимаете? Нет. Это значит, что бомж надушился классными духами. Причем такими духами, которые просто так запах не перебьешь. Ребята, ну есть же интернет, а? Так вот, получается, что твой бомж никакой не полицейский, а дёрт-шифтер. Дёрт куда? Дёрт-шифтер. Дёрт-шифтер? Дёрт-шифтинг. Таким обычно занимаются состоятельные люди, которым уже экстрим уже не прет, а адреналин-то надо как-то выбрасывать. Угу. Развивай, птица-секретарь. Есть компания, в которую ты приходишь, тебя одевают, гримируют и в мир. Круто считается сейчас. Да, семейка, ну вы даете. Пап, а глянь-ка, какие компании предоставляют такие услуги? Дёрт. Как? Спасибо, Боренька. Счастливо. Пока. Пока. Спасибо, Карлыч, пока. Приятных сновидений. Слушайте, ребят, у меня такое впечатление, что это пальто принадлежало убитому. Только вопрос, почему убийцы его с него сняли? Убийца, почему ты думаешь, что их было несколько? Ну, подумай сам. В нем, наверное, было килограмм 100. При этом у него потерты были колени и ступни. Следовательно, как минимум двое
Его тащили под мышки. Пальто. Пальто, стой. Кто-то мне что-то говорил про пальто. Бомжиха мне говорила про пальто что-то. Ну да, она говорила, что этот чужой, когда уходил, давал ей греться свое пальто. Точно. Так, надо срочно позвонить в участок и допросить ее. Только я ее отпустил. Как ты отпустил? Как ты отпустил? Но я же не знал, что тут такое будет. Денис, ты что делаешь? Денис, хватит заниматься ерундой. Срочно свяжись с участковым этого района и прочешите все лёжки. Я хочу, чтобы вы нашли для меня эту бомжиху. Понятно тебе? Чужой? Свой. Вы арестованы за убийство. Имя жертвы мы назовем вам позже. Величайший враг прячется там, где вы будете меньше всего его искать. Гай Юлий Цезарь. В деле об убийстве бомжа на помойке меньше всего ожидаешь столкнуться с подозреваемым, пропахшим французским парфюмом. Интересно, к этому можно привыкнуть? Интересно, знают ли мои новые коллеги слово «дёртшифтер»? Интересно, когда уже наконец у отделения полиции «Северная» появится парковка для великов? Воин, моя уже здесь? Здесь. Воин, не в службу, а в дружбу. Припаркуй. Только не уже, а еще. Морем пахнет. Здравствуйте, Алексей Леонидович. Здрасте. Бегущий человек. Догнали все-таки. Угощайтесь. Танька испекла. Угощайся. Бери. Марина Викторовна? Спасибо, не надо. Глину покойника мы на пустырь оттащили и сразу спать залегли. Вот. А не спалось, что там шаги какие-то. Ну, я думаю, раз не спится, то схожу. Вот, за гаражи туда пошел. Метров через 20 наткнулся. Чужой. И у него в груди нож торчит. Никого не заметили? Нет. Ну, будто мне показалось, что там в темноте кто-то стоит и как будто смотрит. Вот. Ну, я чужого тоже решил оттащить подаль. Сбегал за своей. Приходим с ней, а ножа нет. А пальто есть, я думаю. Ну и что пальто-то пропадать? Я его и зацепил. Значит так, вы вернулись, ножа уже не было. Правильно понимаем? Не было ножа. Вещи вот эти вам знакомы? Ну, да, оно как мое, только чище. Я же говорил, вот оно-то у него и на груди лежало. Похоже, она не работает вроде. Понятно все, Володь, забирай его в 4-е. Место намоленное. Давайте.
Пошли, убивец. Я никого не убивал же, ну я чем угодно поклянусь. Иди, будешь тараканом в камере клясться. Пойдем, иди. Фу. Зайцев повторил все слово в слово. Похоже, не врут. Подружка его? Да, вчерашняя красотуля. Дело в том, что на бутылке с ядом отпечатки пальцев 3 человек. Суглинского, Зайцева и… Чужого. Нет, Алексей Леонидович. Вот именно, что отпечатков пальцев чужого там нет. Но ведь он ее держал, значит, должны быть его пальцы. Да, но дело в том, что он не бомж. Он только выдавал себя за бомжа, он гримировался, понимаете? А на руках-то грим долго не держится. Конечно, самый простой выход – это одеть перчатки. Типа экзема у него. Да. А раз он был в перчатках, значит, его отпечатков пальцев там не может быть. Следовательно, вывод, что 3 отпечатки пальцев возможного убийцы. Пожалуй, это все, что у нас есть. Шнур, которым задушили чужого, 1 в 1. Тот, которым задушили Полозова на Бешметьевской. Да бросьте. Шнур самый простой, нейлоновый. Да таких шнуров вон в любом хозяйственном магазине 100 рублей за моток. Марина Викторовна, за последние 1,5 года 15 женщин задушили таким шнуром. Не жирновато для совпадения? Что вы хотите сказать? Что чужого убил тот же самый человек? Художник? Так. Я на эту тему говорить не буду. Это почему? Это потому что нет никаких доказательств существования этого художника. Как о существовании Бога. Послушайте, никто из нас не знает, кто убил чужого и зачем это ему понадобилось. Дёрт Шифтинг. Что? Чужой мог быть дёрт-шифтером. И значит, у него не было никакой экземы. Слушайте, Алексей Леонидович, оставьте уже эти ваши китайские шуточки. Дёрт-шифтинг – это не китайские шуточки. Проверьте.